Сейчас, солнышко. Сейчас пойдем. Дайте фоточку. Красота. Вон какие, как солнышко, да? Как солнышко. Что ты хотела? Давай по аллейке тут пойдем. Давай. Маш, топ-топ, пошли. Мама. Давай. Мы так долго ходили, мы не знали, что чужие края. И какие цветы вообще тут, я имею в виду весенние, знаешь, вот подснежники, пролески, где их искать. Мы обошли вот это буквально вот эти все места, пока нашли хоть какие-то цветы. Потому что, ну, ходишь, когда в своем районе живешь, ты же знаешь, где какие цветы, например, растут. Ты можешь пойти весной, нарвать там это самое. Ну и дома ж у тебя же все равно что-то это. Очень красиво здесь, конечно, вот тут лес такой, это самое, там речка, так. Мы вот уходили туда, прогуливались в выходной, когда Даша была выходная после школы, мы ходили с девочками туда. Такая прогулка у нас была. Интересно, конечно. Ну, здесь город такой больше, он вроде огромный, растянутый, но больше такого сельского, наверное, места, сельского типа, потому что частный сектор большей части. Город небольшой. У нас, конечно, многоэтажек больше, конечно, микрорайон большой в Антраците. Это тут как-то так, больше частного сектора. Ну, все равно ничего. Уже привыкли как-то за год более-менее. Мы вот так подходили, говорят, надо гладить их на счастье. Там тут еще в некоторых местах было так, то на голову или куда-то такие какие-то монетки ложат, говорят, на счастье. Ну, не знаю, насколько правда. Ну, такие интересные какие-то. У нас такого, правда, нету. В Антраците это точно. Вот, это, говорят, именно старинные. Это не сейчас делалось. Наш антрацит и наши эти самые, они называют, Чехов, если читали, то называл его это Швейцария, маленькая Швейцария. Нижний Нагольчик, вот это Бакоплата, вот такие горы, такое интересное, вот, как оно буграми такими, и природа такая красивая, ручейки кругом. Красиво. Мама! Конечно, и здесь по-своему интересно, такие ручеечки, такие. Вот это вот буквально, видите, мы маленькие такие. Покажи. Покажи. Да покажи маленькую Машеньку, да? Маленькая Машенька. Ну, в принципе, почти все, наверное, мы показали. Это было как раз конец июля. Мы приехали сюда. У нас над нашим поселком начали сбивать самолет. Летел военный самолет. Вот. И вот это после этого, это было конечное, знаешь, хотя вроде как бы и не у нас в селе еще было, вот, но конечное от того, что вот это увидели, как раз мы гуляли с детками на улице, и вот это увидели, как стреляют и сбивают этот самолет, как раз вот буквально над нами. И мы собрались в течение следующего дня и уехали. Страшно уже было. Все хотя смеялись, еще в то время как-то, знаешь, да, ничего тут страшного еще нету, до нас еще далеко. Нема желания как бы возвращаться в ту ситуацию. Домой хочется, но вот это опять все видеть. У меня старшая девочка, например, еще в мае, когда начали вот эти баррикады, начали военные ходить с автоматами в открытую, вот это ж ополчение это. Вот, она приехала со школы, она как начала плакать, ее так трусило, страшно было ей так. Она встала с остановки, утром я ее отвозила, все нормально было. А в обед буквально построили вот эти же баррикады, и это самое. И мы выходим с остановки, она как начала навзрыд плакать. Вот как испуг какой-то такой. Ну что-то, это и к нам война пришла, это и нас убьют, и вот в такое. По-любому до осени еще вряд ли что-то там изменится. Там учеба начнется, уже год уже это самое. А дай бог к весне, может что-то изменится. Будем смотреть. Вот. Оставаться как... Если была возможность у мене, например, как, да, или купить, или что-то, какой-то дом. Купить это однозначно нема, потому что по ценам, по тых, что поспрашивали, или как-то, ну, чтобы какое-то жилье, чтобы свое действительно. Вот. Может, со временем хотя бы то, что уцелело, и то мебель бы что-то перевезли, и осталось оту. Сейчас, зайчка. Где наш дом? Вот там далеко. Вот там. Вот там. Вон, видишь, там дорога. Где наш дом? Вот там далеко-далеко наш дом. Ты хочешь домой?
Да, ну а что я сделаю, зайка? Я не знаю, когда мы поедем. Далеко-далеко. По той дороге мы сюда ехали, может, когда-то и назад поедем.